Всем здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. Что может быть лучше в начале дня, когда заходишь на кухню, надеваешь любимый фартук, в котором еще чувствуется тепло внуков. Завариваешь чашку ароматного кофе в турке, которую получила в подарок от кумы на юбилей. Набираешь кофе ложечкой, подарком от любимой внучки. Наш день мы сами делаем приятным и особенным. Из таких мелочей и складывается наше счастье. И у этого фартука тоже есть своя история. Еще вчера он был бортиками из детской кроватки и мужской рубашкой, которую уже никто не захотел носить. А для декора полоска от летнего сарафана. Переделка вещей – это всегда увлекательно. Ткань на бортиках хорошего качества и почти не изношена. Отверстие сбоку зашито простым техническим швом, который легко распускается. Синтепон пока отложу в сторону, он пригодится для других проектов. Ткань хорошенько проутюжу с паром, выравнивая ее по долевой. Припуски тоже в нормальном состоянии, думаю, их получится сохранить. Основное полотно соберу из однотонной ткани. Из полочки вырежу 2 полосы и добавлю их по бокам к детали спинки. Ширина фартука нестандартная, и ширины спинки мне, конечно же, будет недостаточно. Детали складываю со сдвигом. Выступающим припуском огибаю срез второй детали и прокладываю первую строчку. Для удобства можно провести контрольную линию. Затем полученный припуск отгибаю и заутюживаю. Вторую сторону закреплю строчкой у самого края. Чтобы шов получился аккуратным, буду использовать лапку с ограничителем. Это вариант запошивочного шва, и, на мой взгляд, он делается легче привычной классики. Складываю ее точно по центру. Ширина полотна получилась 73 сантиметра. Длина 69 сантиметров. Можно переходить к раскрою. Бумажной выкройки не будет. Разметку сделаю прямо на ткани. От верхнего среза откладываю 24 сантиметра. Это будет высота нагрудника. Ширина 25 сантиметров плюс 3 сантиметра на обработку срезов. Делю это значение пополам и откладываю от сгиба 14 сантиметров. Провожу вертикальную линию до пересечения. От верхнего среза по этой линии отложу 5 сантиметров. От бокового среза 10 сантиметров. И теперь между этими точками проведу плавную скругленную линию, оформлю боковой срез. Почему по краям я оставила ровные участки? В этих местах углы должны быть 90 градусов. На них в дальнейшем будут пришиваться лямки, и так работать будет гораздо удобнее. Основа для фартука готова. Немного о декоре. Из отделочной ткани уберу середину, а полученные детали соединю между собой на машинке. Таким образом получу декоративную полосу, которая подойдет по размеру и внешнему виду к моему изделию. Чтобы фартук выглядел интересно, добавлю декоративную отделку для нагрудника шириной 12 сантиметров. Узкая отделочная полоса терракотового цвета. Она объединит верх и низ изделия. 2 детали для будущего кармана. Ширина 25 сантиметров. Уже знакомая декоративная полоса шириной 8 сантиметров. И 2 полоски шириной 10 сантиметров для лямок. Длину сделаю с запасом 80 сантиметров. В начале некоторые детали проклею флизелином. Это верхняя часть грудки, область входа в карман на лицевой детали и, конечно же, лямки. Рубашечная ткань тонкая, и флизелин поможет избежать скручивания лямок при носке. Лямки складываю пополам лицевой стороной внутрь и соединю прямой строчкой. Припуски разутюжу в разные стороны. Выверну деталь на лицевую сторону. Шов стачивания заутюжу прямо по центру. Он останется с изнаночной стороны. Чтобы зафиксировать форму,
По краям проложу отделочные строчки. Они не только придадут лямкам стабильности, но и улучшат внешний вид. И при желании проклеить флизелином можно всю поверхность заготовки, тогда лямки будут еще лучше держать форму. Расположение рисунка на отделочной полосе сделала по центру. Сразу соединю его с окантовкой. Детали кармана соединю по верхнему срезу. Чтобы ткань не сдвигалась под лапкой, зафиксирую слои булавками. После стачивания выворачиваю на лицевую сторону, проутюживаю и прокладываю отделочную строчку, отступив от края приблизительно 5 мм. Затем провожу вспомогательную линию мелом на расстоянии 2 см и прокладываю вторую отделочную строчку. Это не только сделает внешний вид кармана более привлекательным, но и укрепит вход в него. Так карман прослужит дольше. Остальные 3 стороны кармана я соединю технической строчкой у самого края. При сборке слои не будут смещаться, и так работать будет гораздо удобнее. Подведу итог. Заготовила лямки. Двойной карман с укрепленным входом. Отделочная полоса для нагрудника и декоративная полоса для низа фартука. Все детали хорошенько проутюжила спаром, и теперь можно переходить к сборке изделия. Верхний срез нагрудника. Я его проклеила с лицевой стороны, чтобы изнанка осталась чистой. Кладу деталь лицом вниз. Сверху укладываю готовые лямки. Вверху оставляю небольшие припуски. От боковых срезов отступлю пару сантиметров на обработку. Сами лямки под небольшим наклоном, чтобы они не топорщились и легли по фигуре. Сверху накрываю отделочной полосой и проложу соединительную строчку. Отгибаю полосу, проутюжу и закреплю на основе. Поверху отделочная строчка 5 мм, такая же, как на всех деталях фартука. В нижней части первую строчку прокладываю точно в шов притачивания отделочной полосы, чтобы сделать ее менее заметной. Вторую пускаю по самому краю отделочной полосы. Эти параллельные линии сделают верх нагрудника более плотным, и он будет хорошо держать форму. Края с изнаночной стороны соединю технической строчкой, проходя по самому краю нагрудника. Лишнюю ткань срежу. Теперь можно переходить к обработке боковых срезов. Сначала заутюживаю край на изнаночную сторону на 5 мм. Затем загибаю еще раз на 7 мм и хорошо приутюживаю спаром, придавая ткани нужную форму. Делаю промежуточную примерку. Определю длину лямок. Лишнее срежу под наклоном, чтобы на спине лямки легли в нужном направлении. Закладываю конец лямки прямо под заутюженный припуск. От бокового шва отступлю пару сантиметров на обработку. Проложу строчку от самого верха нагрудника до бокового среза. Эта строчка сразу закрепит и лямки на линии талии. Затем отгибаю лямки на лицевую сторону, накрываю их швом и прокладываю еще одну строчку. Благодаря этому шов не будет топорщиться и будет абсолютно плоским. На этом этапе обязательно еще одна влажно-тепловая обработка, чтобы края приняли правильную окончательную форму. Такое соединение правильно распределит нагрузку при носке фартука, и лямки не будут отрываться. Хочу обратить внимание на линию низа. Она должна быть абсолютно ровной, чтобы бока сзади не провисали. Дальше соединю нижний срез кармана с декоративной полосой, которая оформит низ фартука. Припуск заутюжу на сторону декоративной полосы. Это важно. С другой стороны полосы пришью основную деталь фартука. Складываю их лицом к лицу, совмещаю центры и фиксирую булавками. Соединительную строчку прокладываю со стороны декора, строго по краю терракотовой полосы. Так шов получается безупречно ровным. Заутюживаю с небольшим перекатом на изнаночную сторону. Этот нехитрый прием
позволит надежно спрятать другой цвет ткани. И такая подгибка будет смотреться более профессионально. Отделю карман и определю его размер. Сам карман получается длинным, целых 73 сантиметра, поэтому разделю его на 3 комфортных части. Прокладываю строчку строго в шов соединения. Это отделит карман и спрячет все припуски под декоративной полосой. Карман разделю на части вертикальными строчками. Внизу закрепка и дальше шов до самого верха. Длину стежка возьму небольшую, 2,5 мм. Вверху строчку закончу треугольником. Сделаю его на всю ширину отделочной полосы. Такая закрепка распределит нагрузку на ткань. Карман будет держаться крепче и прослужит долго. Закреплю все слои по боковым срезам. Строчку проложу с изнаночной стороны по контуру основной детали. Выровняю боковые срезы низа фартука. Срежу всю выступающую ткань возле самой строчки. Заутюжу край сначала на 5 мм, затем подогну еще раз на 7 мм. Все хорошо проутюжу с паром, чтобы припуски стали плоскими. Закреплю подгибку обычной прямой строчкой. Буду использовать специальную лапку, которая сама контролирует ширину отступа, а мне остается только подавать ткань. Получается красивый ровный край без особых усилий с первого раза. Мой фартук полностью готов. Плотные широкие бретели. Декоративная накладка на нагруднике притягивает взгляд. Акцент продолжает полоска, которая объединяет по стилю верх и низ изделия. Вместительный карман на 3 отделения. Удобная глубина. Все поместится и ничего не вывалится. Одевается фартук легко. Хорошо садится по фигуре. Низ утяжелен карманами и декором, поэтому хорошо держит форму и не будет путаться при ходьбе по кухне. Лямки на спине перекрещиваются и за счет этого никогда не свалятся с плеч. Изделие выглядит аккуратно как сзади, так и спереди. На мой взгляд, получилась удачная и полезная переделка, с которой связаны приятные воспоминания. У меня еще осталась такая ткань, и из нее можно сделать вещицы для уюта на кухне. Напишите, что бы вы сделали из них, чтобы дополнить этот фартук. Надеюсь, что мое видео вдохновит вас дать вторую жизнь памятным вещам с историей. Спасибо всем, кто смотрит мои видео до конца. Особая благодарность спонсорам, которые нашли возможность поддержать канал материально. А я на этом с вами прощаюсь. До новых рукодельных встреч!